Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Они – главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чуть-чуть. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Намасте! Это Орел и Решка земляне. И мы в этот раз прилетели в гости к непальцам. Ага. Это, кстати, те люди, для которых важно не деньги, тачки, да это роскошь вся, а просветление. О, просветление. Угу. Ну давай проверим. На монеточки. Как обычно. Да? Орел. Решка. Давай. Пожалуйста. Ой, Мишелька, Что? что происходит Давай такое? еще раз. А как не получится? Как это я не просветюсь, получается? Ну, хоть с деньгами схожу и с безлимитной карточкой, и на Ой, машине. как хорошо. А у меня будет на мосте, под мостом, за мостом. Ничего страшного. Ну, хоть одна за всех. Давай, удачи. Пока. Непальцы – дети Гималаев, самых неприступных гор нашей планеты. Традиции непальцев вызывают у современного человека шок. Они сжигают родных на открытых кострах. Верят, что боги вселяются в людей. Выдают 6-летних девочек замуж. Почему эти земляне так живут? Поскорее бы узнать. Представьте машину своей мечты. Какая она? Это черный агрессивный гелик или молниеносная ламба или гламурный мини-купер? Да. Но если бы вы были непальцем, то машина вашей мечты выглядела бы вот так. А? Какова красота? Одним словом, Махиндра. Махиндра Скорпио, прошу прощения. Слово «махиндра» я сегодня услышал первый раз. А это, оказывается, самая известная индийская марка внедорожников. Вы можете подумать, эта машина недостаточно крута для владельца безлимитной карты. Но если бы вы знали, сколько она здесь стоит. 60 штук баксов перед вами. 60! Намасте, мистер май френд. Hello. Джентльмен, благодарю. Плюсик, не пальцем. Ну,
компактненько. И вот кожзам, не кожа. Что я раскукарекался? Поехали. Мистер мой френд, давайте. Hello, namaste. You know the most cheapest transport to the center? Bus. Bus? Ага. You have motorbike also. Тут есть мотоциклы. Может, я поеду на них? Ну, давайте. Okay, where can I find? There is an application called Pathao. Yeah. And by clicking on this application, you will get options of like motorbike and car also, taxi. So I confirm the destination. So it is almost about 137 Nepali rupees. Ага. Чуть больше $1 на байк, а 3 на машине. Пфф, конечно же, я выберу байк. Thank you so much. Hello? You're my driver, yes. Do you have a cask? One more cask? No, I want that. No. Ага. Здесь, в Непале, для водителя есть каска, а для пассажира нету. ਜਾਵਾਂ ਸੱਚ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੇਵਾ Какая безлимитная карточка. Вот как нужно в Непале провести время. Понимаете? Вот так. Ой, в глаза пыль заходит. Надо было очки взять. Знакомиться с жителями Непала мы приехали в их столицу Катманду. Это мегаполис, где живет больше 1 миллиона непальцев. Боже, столько машин! Откуда как муравьишки появились? Воу! Столько мотоциклистов, это просто капец! Непальцы ездят на 2 колесах, потому что машину тут купить почти нереально. 10-15 тысяч долларов в Индии такая стоит. И примерно 56-60 тысяч в Непале. Эта машина в Индии стоит 15 тысяч, а здесь 60? Да потому что 222% налога нужно отдать. Это таможенная пошлина такая. Сколько процентов? 222%. Власти ввели такие конские налоги, чтобы разгрузить дороги. Но находчивые непальцы накупили мопедов, и пробки не исчезли. Просто теперь они не из машин, а из мопедов. Очень много трафика, много мотоциклов, машин. Все вот так друг с другом. Еще пипикают тебе. Ты ничего не сделал, а уже пипикают. А! Ох. Пип-пип. $10 for пип-пип, my friend. В общем, все понятно, что ничего не понятно с их движением. Но знаю одно. Я бы здесь за руль ни за что в жизни не сел. Потому что здесь просто все вот так ездят. Просто вот. На дороге непальцы ведут себя так, будто находятся в компьютерной игре, где у тебя есть куча жизни и можно бесконечно сохраняться. Это было по встречке вообще-то. И это тоже по встречке. Правила есть, но мы ими не пользуемся. Как понимаем, так и ездим. Главное не перепутать полосы. У нас едут по левой стороне, а не по правой. И останавливаться на красной. Здесь не только люди ездят как сумасшедшие, но еще пешеходные. Они просто мчатся, неважно, машина, не машина. Вот, They didn't stop to let Но почему вы не останавливаетесь, когда люди дорогу переходят? They don't stop. Мы не можем остановиться, потому что они будут все время идти. А кому очень надо, покажет мне рукой и перейдет. Скромный человек в Непале никогда не перейдет дорогу. Thank you. все, пошли смотреть город.
Hello! На улице красит человеку волосы. Просто так. Ай, можно пройти, пройти, ну, пожалуйста. Я пройду, спасибо. О! Вот в этом хаосе и шуме как-то не чувствую себя в опасности. Я не знаю, как-то все тебе улыбаются, все что-то хотят тебе показать. Тут прям очень приятно. Приветствие намасте в Непале означает «я приветствую Бога в тебе». Намасте. Намасте. Ай, класс. Все туристы, которые были в Непале, рассказывают, что непальцы удивительно открытые и добрые земляне. Все дело в их вере. Если простыми словами, непальцы верят, что если делать хорошие дела в этой жизни, то тебя ждет перерождение в лучших условиях. Поэтому смысл жизни непальца не карьера и не пентхаусы с яхтами, а забота о своей следующей жизни. Вот почему непальцы не суетятся, не ругаются, не обманывают, а все время молятся. Все улицы очень друг на друга похожи. И везде, от каждой улицы, от каждого заведения магазинчик пахнет благовонием. Очень вкусно. Слушайте, непальцы такие клевые, что я не хочу заселиться в обычном хостеле. Потому что таким образом я не узнаю непальцев до конца. Поэтому оставлю заявку свою на Couchsurfing. А я, по нашей традиции сезона земляне, поехал сразу знакомиться с местным миллиардером. Я приехал к одному из 3 самых богатых людей Непала. Мне аж немножечко как-то неудобно, что ли. Миллиардер живет в центре Катманду в 3-этажной вилле на 4000 квадратных метров. Конечно же, со своим парком и фонтаном. Намасте, намаскар. Mr. My friend, thank you very much. Thank you. Hello. Pendra. My name is Kirill. Nice to meet you. Thank you. How you doing? Fine. Thank you. Fantastic. Упендра Махато – один из самых влиятельных людей Непала. Его состояние оценивается в $1 миллиард. Не поверите, свой первый бизнес он начинал в СССР. Торговал кассетами и проигрывателями из Германии. Сейчас Махато занимается инвестициями, акциями, венчурными фондами. В общем, всеми этими непонятными нам вещами, которыми занимаются богатые люди. Мы по-русски можем говорить. Вы по-русски говорите? Да, я. Откуда вы русский знаете? Я в Беларуси учился. В Минске. Политехнический институт закончил. Ну, знаете, у нас, как во всех странах, там 3 слоя. Средний. Около 60%. Сколько процентов? 60%. 60%? Да, средний. Бедные около 25%, а 15% богатые считаются. Мы верим на рождение, там, перерождение. Там, да? Поэтому думаю, что я в прошлой жизни делал что-то, наверное, не то, поэтому я родился на этой слое. И поэтому я должен делать все лучше, чтобы или остаться на этой слое, или улучшить. Чтобы сохранить свой слой, Упендра занимается благотворительностью. И так зарабатывает плюсики к карме. Вот недавно построил для непальцев больницу за $150 миллионов. Этот дом во все 140 лет я купил в 2005 году. И это все ручная работа. Ручная работа? Ручная работа из дерева.
Это, я думаю, что только в Непале может сделать. Я не представляю, что в других странах мира где-то можно... Потолок такие... ручной работы. Да. А можно нескромный вопрос? Сколько вам обошелся вот такой потолок? Ну, в Непале недорого это, знаете. Недорого. Да. Недорого это для вас. Это сколько недорого? Ну, это в то время, когда мы построили, я думаю, это $1,5 миллиона. Долларов. Долларов, да. Ну да, не сильно и дорого такой. Средненький, обычный потолок. А вот люстра, сколько она? Мне страшно представить, сколько она весит. Люстра итальянская, да? Итальянская. 450 килограммов. А сколько вот такая стоит? Это еще один нескромный вопрос. Вот такая люстра. Это супруга купили, не помню. Эти мелкие цены, я согласен. Ну что о них говорите в этой мелочи? Это ж сколько людей нужно, чтобы обслужить такой дом? У вас прислуга, да, наверняка ж есть? Да, ну у нас 8 человек работает. 8 человек? Да. Но для них отдельный дом. То есть вы для прислуги еще и дом построили отдельно? Да. Вот жить нужно так, чтобы своей прислуге дом построить, я скажу. Вот это очень хорошая Они очень мысль. нужны, они очень Конечно. садиком занимаются, повара готовят, потом убирают все это. Потом, когда вы ходили прямо в главный вход, там еще охрана, ну охрана называется, но они обычно так двери. Ага, да. Открывают там. И всего их 8 человек. А теперь угадайте, сколько стоит содержать такой дом? Это в среднем месяц 10-12 тысяч долларов. Разве это деньги? Я согласен. Это для такого большого... Дворца. Это коммунальные услуги, прислуга вся, зарплата и все остальное. Чтобы познакомиться с обычными непальцами, нужно обязательно зайти в храм. Я пришла в главный храм Непала – Пашупатинатх. Для непальцев это в первую очередь место грусти. Тут они прощаются со своими умершими родственниками. Здесь их не закапывают в землю, как у нас, а сжигают на дровяном костре. Нет, я не хочу туда зайти. Пепель летит, и это пепель человека. Фу, Господи, меня простят там. Ну просто это жутко. Ну, представляете, это действительно дым от людей. Тут кремируют людей. Это для непальцев нормально. Я такое первый раз в своей жизни вижу. Быть сожженным на одной из этих бетонных платформ – мечта каждого непальца. Индуисты верят, что после смерти можно переродиться козленком или травинкой. Но если тебя сожгут в Пашупатинатхе, это дает гарантию, что ты точно переродишься человеком. На сжигание одного человека нужно 400 килограмм дров. Сверху на него кладут пакет с маслом, чтобы лучше горел. This kind of cremation is cost a lot of money. It's cost maybe 20,000, maybe Nepali rupees, 20,000 rupees. Это практически средняя зарплата в Непале. Далеко не все могут купить себе билет в человеческую жизнь. Потом эту пепель, которая осталась от человека, бросают в реку. В воде я заметила людей, которые копошатся в реке. Они тут не рыбу ловят. Это самые бедные непальцы. Они охотятся за золотыми зубами и украшениями, которые попадают в воду вместе с останками тел после кремации. Несмотря на то, что для непальцев смерть – это перерождение, все равно, когда кто-то близкий умирает, они, как и мы, расстраиваются, и у них горе внутри.
Конечно же, они верят, что там в другой жизни будет намного лучше, но все равно видеть, как заканчивается жизнь твоего человека на этой планете, конечно же, жалко. В знак траура один из мужчин в семье бреется наголо, оставляя лишь прядь волос на затылке. Если умер отец, это делает старший сын. Если мать – младший сын. Если жена – муж. Жуткое место, конечно. А вот выходишь пару метров от крематории, и совершенно другая атмосфера, как будто другая жизнь. Вон, дети ходят, смеются, веселятся. Здесь я вам покажу комнату для молитвы. Ага. Перед храмом снимаем обувь. Пожалуйста. Ну, это такой переходный, перед храмом там бывает. Прихожая перед Да. храмом. Да. Но весна мы утром приходим, каждый день. Ух ты. Сюда приходим, здесь сидим и Ух ты, молимся. как круто. В молитвенной комнате портрет ребенка. Но это не член семьи Упендры. Этот мальчик – живое божество для непальцев. Он родился нормальным, как объяснить, мальчиком до 3 лет. Ходил, говорил. 4-й год он потерял голос, потом не может ходить. И 4 года, когда было, один день он начинал писать. И он не ходил в школу, никуда. И он на всех языках пишет. Английский, непальский, хинди, там, русский. Языки мира? Да, русский. Там, ты приходишь, ты говоришь, там, твое имя он скажет, когда ты родился, скажет. Серьезно? Да. Сначала мы каждый Богу молимся, там, каждому по названию Бога. Потом делаем пуджу. Потом делаем этот из арти. Здесь сжигаем и делаем арти для каждого Бога. Это считается такой, когда этот арти делаешь, Богу это очень нравится. Это самый такой для них. Ритуал. Да, ритуал, да. И после этого мы делаем медитации. Но медитации не просто так сидим и делаем. Делаем, например, там, если Шива, Ом Нама Шивая, Ом Нама Шивая. И сколько раз? 15, 20, 30 минут там бывает 3 раза. Это вы для счета используете, чтобы принять? Нет, это просто концентрация. Концентрация? Да. А во сколько вы встаете обычно? Обычно я 6:15, 6:30. 15-6:30. И сразу идете сюда? Нет, сразу я иду... прогулка? Прогулка, там йогу занимаюсь, а потом сюда приходим. Это тоже У вас прям такой утренний ритуал получается, на сколько? Часа 2 занимаетесь? Все, 2,5, 3 часа иногда. Круто. Храм Пашупатинатх – это место, где жизнь не только заканчивается, но и начинается. Здесь есть пагоды. Сюда приезжают пары, которые не могут завести детей. Внутри каждой пагоды находится камень – лингам. Он символизирует половой орган бога Шивы. Лингам стоит на подставке йони, которая символизирует женский половой орган. В этих пагодах непальцы не только молятся. Непальцы верят, если заниматься любовью прямо здесь, то женщине в скором времени можно забеременеть. Но я никого не застукала. Кирилл, это моя семья. Здравствуйте. Hello. Жена, Самата, Юкти, дочка, Егья, сын, Крити, дочка. У нас традиция такая, мы когда собираемся на обед или на ужин вместе со семьей, все вместе. Обычно очень редко мы в ресторан ходим. Я такие традиции люблю. Когда нужно прийти, покушать где-то, это мое. Я прям мастер в этом, Я тоже поем с местными непальцами. Правда, у них на счету на $1 миллиард меньше, чем у твоего непальца, Кирилл. Выглядеть, конечно, не фонтан, но оглянитесь вокруг. Здесь местные едят, значит, мне сюда и надо. Я в непальской кухне не разбираюсь, поэтому попросила принести самое популярное блюдо, которое едят местные.
Что это такое? Это палак-панир. Палак-панир. А как это нужно есть? Просто берете лепешку и макаете сюда. Просто руками, что ли? Да. Окей. Вы согласились с нами в этот, поэтому мы оставили его. Спасибо. Руками, правой рукой. С другой стороны, правой рукой едят. Правда? Почему? Мы не используем левую руку, потому что в Непале ею смывают фекалии. Вот, собственно. И как вот это вот, собственно. Но зато в левой руке не пальцем можно держать воду. Но и тут есть правило. Когда мы пьем из бутылки, мы не касаемся губами горлышка. You don't touch. Боже. Браво! Есть, как фонтан. Боже. И это не потому, что ковид. Это наша культура. Your culture, yes? Ой, сейчас будет красиво, я уверена. Как-то не очень удобно, ну, короче, так люди тут пьют. Тем временем нам, непальской элите, уже принесли далбат, традиционное непальское блюдо. Его едят с круглых подносов. На центр кладут рис, а вокруг расставляют мисочки с закусками. Непальцы едят не так, как мы. На первое суп, на второе гарнир. Они едят все сразу. Мне нравится. Все очень вкусно. Но оно чуть-чуть островато. Ну как чуть-чуть? Ну, если периодически не запивать водой, то острота начинает накапливаться, и потом нужно просто открыть рот и проветриваться. Момент, который оттягивала больше всего, это зеленая жижа. Оно, конечно, выглядит не очень аппетитно, как будто корова жевала и выплюнула. Надеюсь, ничего не будет с моим желудком. И что это за картошка? Это сыр! Это не картошка, это сыр. Для обычных непальцев мясо слишком дорогое, поэтому они едят сыр вот в таком зеленом болоте. Это шпинат со специями. Thank you so much. Namaste. Namaste. What is this? It's fennel or anise. Anise. Ну давай попробуем. You usually eat this after your lunch eliminates your bad smell. О. This is a sugar. This is like sugar cube. Прям в руку. Ты вот так просто засунул, да, в рот? Хорошо. В некоторых заведениях в Европе дают в конце жвачку, а тут анис. Попробуем. 3, 2, let's go. There's sugar also, so it will not be that bitter. Свежести добавилось. Непальцы верят примерно в 330 миллионов богов. А еще они верят, что некоторые божества могут вселяться в людей. В Непале живых богинь называют кумари. И каждый непалец хотя бы раз в жизни должен с ней встретиться. Здесь живет девочка, которую непальцы считают как бы живым воплощением индуистской богини Таледжу. Непальцы верят, что богиня Таледжу, покровительница Непала, вселяется в избранную девочку, Кумари, и живет в ее теле, пока из девочки не пойдет первая кровь. Эту девочку непальцы почитают как богиню, приходят к ней за благословением и с просьбами. Для них это как напрямую поговорить с Богом. Живых богинь в Непале несколько, так что я тоже встречусь с Кумари. Перед встречей с богиней нужно вымыть руки и снять все кожаные вещи.
Считается, что они напоминают богини о смерти. Эту Кумари зовут Нихира. Ей 9 лет. На руках ее несет мама. Маленькой богине нельзя касаться ногами пола. Даже через микроцарапину с каплей крови дух богини выйдет из девочки, и она тут же перестанет быть Кумари. Мою Кумари зовут Дана, и ей 69 лет. Вообще Кумари меняют, когда у действующей начинает идти кровь. Но у нее кровь так и не пошла, поэтому она так долго остается Кумари. То, что у Даны этого не произошло, сочли чудом. И для непальцев это означало, что дух богини остался в ней на всю жизнь. Она никогда не готовит еду, не убирает, но если хочет, может поухаживать за садом и порукодельничать. Любит смотреть телевизор. Она не может разговаривать с чужими людьми, не может с ними есть, не может носить ничего, кроме красных платьев. И не ест курятину, яйца, свинину, но может есть мясо буйвола и утки. Встречи с обеими Кумари проходят одинаково. Падаем в ноженьки. Получаем благословение. И цветочек на макушку. И даем денежку. У меня же карта безлимитная. Какие деньги? Терминалом вряд ли принимают, наверное. One moment, I have an idea. I go out, I come back. Окей? Головой двигать не надо, а то упадет божественный подарок. Пришли? Угу. После аудиенции с богиней я увидел сцену, от которой стало грустно. Девочка-богиня играет с братом, вроде бы ничего особенного, но по сути это ее единственное развлечение. Все детство Кумари обязана проводить на диване, как в мягкой тюрьме. Родители рады, что их дочь Кумари. Им теперь можно не работать и жить на пожертвования. От этой ситуации хорошо всем. Только не девочке, у которой нету детства. Как только у девочки начнется менструация, в тот же день она станет обычным ребенком. Почести закончатся. Так случилось с Чанирой, в которой дух богини находился почти 10 лет. Это стало шоком для меня, потому что в один день ты богиня Кумари, а на следующий ты обычная девочка. Все для тебя ново. Носить обувь, выходить на улицу, идти в школу. Это было очень странно. Мне понадобилось 3 месяца, чтобы привыкнуть к новой жизни. У тебя есть сейчас какие-то привилегии? Да, все меня уважают. Все знают меня и моих родителей. И я получаю пособие от государства. После виллы непальского миллиардера любое жилье покажется сараем. Но я выбрал дворец непальских премьер-министров. Надеюсь, он не подведет. Я поселюсь в апартаментах знаменитого министра. Во время правления вот этот человек запретил жуткий ритуал сати – сожжение вдов вместе с умершим мужем. Мать моя королевская дочь. Простите, это Зайцева фраза. Что хотел сказать? Карму я отработаю в следующей жизни. А пока побуду типичным богатым ведущим «Орла и решки». Вперед! Thank you. Говорят, в Непале богатые люди живут очень просто. Мол, не нужно им кичиться своим достоинством. Но и я не буду.
Просто скажу, что с премиальной картой MasterCard богатым людям живется комфортнее. Хоть в Непале, хоть в другой стране мира. Thank you very much, my friend. Так, пришло время проверить свою удачу и гостеприимство непальцев. Ого! Вот это да! 18 семей согласились принимать меня к себе в гости. Да. Так. Адрес найти проблема, потому что оно все написано... Вот, что это такое? 203. Перевернутая цифра. Я вообще не понимаю. Так, стоп. Такой же, как и на фотографии. Красивое дерево и желтый дом. Олежка, мы нашли. Намасте. Finally. Если вы подумали, что тут живут нацисты, это не так. Для непальцев свастика – это священный символ солнца. Намасте. Намасте. Тут вся семья собралась. Как так? Так, я вижу тут обувь. I need to put out my shoes, yes? Как у нас. Неожиданно. Так, не смотрите на мои мужские носочки, пожалуйста. Не твои, Олег. Конечно. Это все ваша семья? Да, это моя бабушка, это мама, это дочка, а это племянник. Что? 4 поколения тут? Generation here. You always... Вы всегда так одеваетесь? Да, каждый день. Это называется сари. Футболки и штаны мы тоже носим, но чаще платья. Семья Мэри живет в двухэтажном доме. По большому счету, от наших он не сильно отличается. Только вместо икон на стене бог с головой слона Ганеша, а вместо бабушкиного сервиза – статуэтки божеств. Непальцы обычно живут с дедушками и бабушками. В нашей культуре мы не хотим разделяться. Некоторые живут отдельно, только с женой или мужем, но 99% живут вместе. Если какая-то проблема, у тебя всегда есть поддержка. Чувствуй себя как дома. Доброе непальское утро начинается в 5 утра и с уборки дома. Дальше уборка в домике у богов. Very beautiful. It's bling bling. Oh my God, I can see. Готовим еду для богов. Like this? Потом они готовят еду для семьи. Потом моют себя. И так по кругу каждый день. Подъем, ни свет, ни заря. Помыли и покормили богов. А потом уже можно подумать и о себе. Сегодня я собираюсь познакомиться с уникальными непальцами, народом шерпа. Шерпы прославились своей супервыносливостью. Без них не обходится ни одно восхождение на самую высокую гору мира – Эверест. Эти земляне живут высоко в Гималаях, и единственный путь к ним – по воздуху.
Чтобы добраться до шерпов, мне нужен особенный пилот, который знает, как летать в самых высоких горах планеты. Hello. Hi, My name is Kirill. I'm Captain Priya. Прия Адхикари – непальская легенда. Первая и единственная в стране женщина-капитан воздушного судна. За ее плечами 3800 часов спасательных операций в Гималаях и десятки спасенных жизней. Правда круть? Thank you so much. $2,5 за мотоцикл, $13 за вход, и я в волшебном городе Бхактапур. Бхактапур переводится как «город верующих». Это самое священное место для непальцев. Храмов тут, наверное, раз в 10 больше, чем в Катманду. А еще это город мастеров. Боже, как тут красиво. Такое ощущение, что я попала 300 лет назад. Все такое старинное. Буквально каждый дом украшен деревянными вставками с резьбой очень тонкой работы. А вот те люди, которые делают все эти красивые узорчики на окошечках, на балкончиках, от которых у нас просто дух перехватывает. А вот делают своими ручками по сей день, 21 век. Из-за того, что мастеров становится все меньше, их работы становятся все дороже. Еще одни уважаемые люди в Бхактапуре – гончары. Да, непальцы и в 21 веке пользуются самой разной глиняной посудой. Через вот дорогу ребята, которые массируют глину своими же руками. How much time you need to do? 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Can I try? Yes? Вы сейчас... О! Главное не пукнуть! Непальцы из глины делают цветочные горшки, дверные колокольчики, а еще вот такие непонятные сосуды, похожие на груши. Это глиняная копилка. Такие часто используют при храмах. Но и это не все. Тут из глины делают одноразовые стаканчики. Один глиняный вот такой стаканчик стоит 6 рупий, а пластиковый 1. Но лучше вот этот, который, если ты бросаешь на пол, то будет намного экологичнее и хорошо для природы. Ну классно, давай еще раз. Это весело и экологично. Когда вылетаешь из долины Катманду, перед тобой сразу вырастают Гималаи. Самые высокие горы планеты покрывают почти всю территорию Непала. И мне кажется, нельзя понять душу непальца, если не повидаться с Гималаями. Я-то думал, что Гималаи — это заснеженные пики. Но до высоты 4 километра они не белые, а изумрудные и похожи на гигантские застывшие волны. Наверное, непальцам досталось одно из самых красивых мест на планете. Через полчаса мы поднялись на высоту, где живут облака. Но в Гималаях облака живут не одни. Вместе с ними на крыше мира живут шерпы. Вот эти домики в горах, я не знаю, что они здесь делают. Вот как вы поднялись, во-первых, на эту гору, как вы туда завезли стройматериалы и как вы тут построили дома? Здесь нет другого транспорта. Все доставляют вертолетами. Дорога туда, к шерпам, и так небезопасна из-за погодных условий. Тут все время переменчивые такие облака, и непонятно. И плюс к этому по дороге нужно остановиться в самом опасном аэропорту мира.
Это аэропорт Лукла. И тут экстремально короткая посадочная полоса. Чуть не рассчитаешь скорость и впечатаешься прямо в скалу. При взлете же наоборот, все шансы рухнуть в пропасть. У самолетов всего одна попытка на взлет и одна на посадку. Мы уже рядом с Луклой. Для вертолетов посадка тут не опасна. Но это только сейчас, когда видимость хорошая. Thank you. Гуляя по Бхактапуру, я наткнулась на еще одну непальскую интересность. Я пришла на очень необычную свадьбу. Ну, как бы для нас необычную, а для неварцев вполне привычную. Это не карлик. Это 56-летняя девочка. Она невеста. У них тут так принято, да. Мне кажется, что очень маленький для того, чтобы осознать, что вообще происходит. Чтобы вы понимали, вот сейчас, как у нас, обменялись кольцами, но, чтобы вы понимали, жених – это солнце. Непонятно, да? Объясняю. Девочкам из местного народа Невари положено иметь 3 мужей. Первый, внимание, это фрукт дерева баил. Второй – солнце. И только третий будет мужчиной. Все это нужно, чтобы обхитрить древнюю традицию сати. Если муж умрет, то жена не может оставаться вдовой. Она должна вместе с мужем сгореть. Как бы вот так. И для того, чтобы такого не было, они женят на солнце. Для того, чтобы она не осталась одна. Она была замужем за солнце. Что это за свадьба без подарков? Я не с пустыми руками. Сервис на 6 детских персон. Я думаю, малышка будет очень счастливая. Congratulations. This is for you. Thank you. For you. Thank you. Ну а теперь, как на любой свадьбе, вечеринка. Только вместо шампанского наливают непальский самогон. И едят жареную рыбу с яйцом. Даже 5-летняя девочка вышла замуж раньше, чем я. Конечно, эта свадьба для нас выглядит максимально странно. Но для верующих Невари это важная традиция. Cheers! Yes. О, горько! О! Hello? Welcome to Lukla. Сразу прилетели, встретили, как полагается. And you guys are Sherpas, right? Yeah. Знакомьтесь, это Лхакпа Шерпа и Пасан Шерпа. И они не братья. Просто у шерпов одна фамилия на весь народ. Шерпы живут на высоте почти в 3 километра. И в их окна буквально врезаются облака. Это главные ворота в город. Когда мы проходим через них, плохое остается за ними, а хорошее берем с собой. И обязательно молимся. Наизусть молитвы знать не надо. Они написаны на барабанах. Крутанул, значит и помолился. Лукла – город без единого авто. Сюда нет ни одной дороги. Все, что нужно людям для жизни, привозят по воздуху. А потом шерпы таскают это на своем горбу. Лукла – это ворота на пути к Эвересту. Тут туристы покупают оборудование и берут проводников. Этим шерпы и живут. А кто самый известный шерпа? Это Тенцинг Норгей Шерпа. С этого землянина началась история восхождений на Эверест.
Тенцинг Норгей в связке с Эдмундом Хиллари совершили первое в истории восхождение на самую высокую гору планеты. Шерпы – проводники в Гималае. Без шерпов никто бы не мог подниматься на Эверест. Также всю еду и баллоны из базового лагеря несут они. Я знаю, вы шерпы очень выносливые и сильные, и легко взбираетесь на горы. Как вы это делаете? Я думаю, у нас есть особая сила, потому что мы живем тут. Откуда вы ее берете? Из местной еды мы едим местную картошку, местные овощи, все натуральное. Если у шерпа болит голова, он просто ест чеснок и все проходит. И чеснок помогает также от горной болезни. Ученые выяснили такую штуку, даже местные, наверное, не знают, что вот у этих людей, шерпов, больше плазмы в крови, и у них кровь более жидкая, она не такая вязкая, и поэтому сердце может качать ее быстрее. Из-за этого, когда они забираются где-то по горам, им проще, они не устают так быстро, как мы. Вот такие они суперземляне, шерпы. Знаете, я тут подумал, духовное духовным, а вот без материального в нашем мире, ну никуда. Поэтому прячу для вас заветные 100 баксов. Непальский клад от орла и решки ищите в Катманду, в храмовом комплексе Сваямбхунатх. Если подняться по северной лестнице, перед последним пролетом за стеной справа вы найдете нашу бутылку со $100. Удачи! Несмотря на бедность, непальцы невероятно счастливые земляне. Даже те, кто едет вчетвером на мопеде, ест в забегаловке зеленую жижу или носит корзины цемента на спине. Здесь никто не ругается, не раздражается и не злится. Даже водители в жутких пробках. Это было по встречке вообще-то. Все живут так, как будто вся страна – это один большой храм. И каждый старается наполнить его особым теплом и радостью жизни. 3, 2, let's go. Нужно просто открыть рот и проветриваться. Пепель летит, и это пепель человека. Главное не пукнуть. Мелкие цены, я согласен. Ну что о них говорите в этой мелочи? Вот как нужно в Непале провести время, понимаете? Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня есть подруга, наверное, на вас похожа тоже. Какой ты хороший. Мишель, привет. Ой-ой-ой, привет. Я все слышала, что ты говорил там. Друзья твои бегают, а тебя нет. Как дела? Нормально? Не покусали? Не, по не дороге? покусали. Безопасно? Все хорошо? Безопасно. Но в городе было намного безопаснее, чем тут. Правда. Я себя чувствовала там спокойно, потому что эти земляне просто потрясающие. Для них внутренний мир гораздо важнее внешнего. А Кармен беспокоится. Согласна с тобой, да? А ты вот не желаешь поехать к следующим землянам и посмотреть, какая карма у них? Хочу. Да? Да. Так поехали. Поехали. Увидимся. Пока, друзья. Пока. Тихо, тихо, тихо. Так, я Ты договоришься? все деньги. Ты договоришься, если что? Ты ж по нитам как там? Попробуй.